Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина Дмитриева, я основатель компании Georgia Private Investment. 8 лет я в рынке недвижимости, из них 6 на рынке недвижимости Грузии. Сегодня мы хотим познакомить вас с нашим партнером, из Тбилиси. Эту очаровательную девушку зовут Эльвира, и она основательница агентства недвижимости Keystone. Сегодня у нас будет необычная беседа. Мы в столице, как вы уже поняли, мы в столице Грузии, в Тбилиси, и сейчас Эльвира расскажет, где мы находимся, почему мы здесь оказались. Давайте знакомиться. Эльвира, давай начнем с традиционного вопроса. Откуда ты? Я из Ташкента, из Узбекистана. Я работала в Узбекистане, в Ташкенте, в банковской сфере. Меня перевели в Москву. Мы открыли бранч, отделение в Москве. Прекрасно работала, прекрасно развивалась. А потом случилось чудо. Я встретила своего мужа, грузина. У меня муж грузин. Мы встретились с ним в Германии. Вот это да, надо было уехать в Германию, чтобы выйти замуж за грузина, да. интересно. Потом он переехал из-за меня в Москву, и в какой-то момент он мне сказал: как мне надоело твое серое московское небо, поехали ко мне в Тбилиси. И мы переехали в Тбилиси, у нас на тот момент родилась дочка, я была в декретном отпуске, это серое небо меня давило каждый день, я думаю, ну что же я тут делаю, все, хочу в Тбилиси, хочу к солнцу. Хочу есть вкусные хачапури, хинкали. Мы переехали в Тбилиси, 10-й год я уже живу здесь с семьей. Нам все нравится, мы очень любим Грузию. Моя дочка ходит в грузинскую школу, я по сей день учу грузинский язык. Вот. Завтра, но все, в этом году я уже себе дала слово. И я занимаюсь сейчас, понимаю практически все, разговариваю, но вот так, чтобы там сидеть, как мы сейчас общаемся, еще далеко. Но я думаю, что настанет то время, когда мы с тобой сделаем вместе интервью на грузинском языке. Я так думаю. На самом деле, да, перед грузинский язык это такое отступление. Я ведь тоже за 6 лет, ровно как ты, я все понимаю, но говорю еще пока что не очень хорошо, и все собираюсь записать с кем-то из наших партнеров грузин как раз-таки интервью на грузинском, но, возможно, ты будешь первой, с кем мы поговорим на грузинском. Да. Мы будем меньше смущаться, потому что мы сами не носители, да, и нам будет как-то проще. Окей, отлично. Эльвира, расскажи, пожалуйста, как ты вообще оказалась в недвижимости? Ведь, насколько я знаю, ты занималась, ну, понятно, что до приезда в Грузию вообще другими вещами, и в Грузии ведь тоже было что-то другое. Да, как я до этого рассказывала, я занималась, работала в банковском сегменте, переехав в Грузию. Даже до переезда в Грузию я стала понимать, что мы переедем, а мне чем-то надо заниматься. Я по знаку зодиака Близнец, я очень деятельная, мне нужно постоянно чем-то заниматься. Вот я так устроена. И мы с девочками как раз встретились на кофе, девочки тоже с разных сфер, но у них было какое-то хобби. И мы придумали для меня хобби, которое подходит мне, туризм. Сидя в Москве, мы открыли страничку на Фейсбуке, ничего не зная о Грузии. Я всем направила, всем своим друзьям, что я занимаюсь где-то там, понемножечку собрала информацию, составила тур, что я занимаюсь туризмом. На Фейсбуке была только одна страничка, назвала компанию My Lovely Georgia. Всем направила, да, программу. Программа очень смешная, я сейчас на нее пересматриваю. Например, сегодня вы в Казбеге, а завтра вы, к примеру, в Тушете. Выглядело это все так. Понятно, что это бред. Вот. И, в общем, появился огромный интерес у моих друзей. Друзья стали приезжать потихонечку. Первая казахская группа у меня приехала, девочек. Они устраивали, как сейчас называется, энергетические какие-то интересные практики. Но на тот момент просто девичник. Вот, очень скромно, девичник. Приехали девочки из Казахстана, девичник. И благодаря этим девочкам я увидела всю Грузию. И мы были и в Борджоме, и в Казбеге. Мы дружим по сей день с гидом, которая, в принципе, была вот в этом туре. Поэтому у нас такая большая, хорошая семья, туристическая, да. Вот. В общем, вот появился вот так туризм. Мне очень нравится заниматься туризмом по сей день. Я занимаюсь, но он трансформировался немножечко в другую область. Трансформировался в майс и в ивенты. Сейчас уже эта компания, она выросла, она окрепла. Сейчас мы занимаемся майс-туризмом. Это когда мы привозим корпоратов со всех стран мира, к нам обращаются, мы устраиваем корпоративные ивенты. Это тимбилдинги, семинары, клиентские дни. Вот, работаю с крупными подрядчиками.
В этом году выиграли очень много тендеров, вот, приезжали ребята, все всем понравилось. Вот, делаем прекрасные, интересные творческие вечера. Тоже такая хорошая, крупная, основательная компания, мне за нее не стыдно. Прекрасная у нас команда. И как раз-таки перехожу к другому вопросу, как появилась недвижимость. Да. В один прекрасный день мы получили запрос на то, что хотят приехать туристы и там, посмотреть Грузию. Мы организовали тур. В этом туре был очень интересный парень, Сергей Сандер. Он занимается недвижимостью по всему миру. И он сказал, у него глобальная сеть была недвижимости, и он сказал, что Грузии нет в нашем списке, попробуй, подумай. Я сказала, что вернусь, потому что я одна, мне сложно, мне нужны силы, мне нужны люди и так далее. И через какое-то время у меня появились партнеры, и мы стали работать, мы открыли компанию, вот, и стали вместе сотрудничать, работать. Так появилась недвижимость, да. Интересно, волей случая У нас буквально, была, буквально. да, волей случая, да, это была такая интересная коллаборация. Вот. А потом уже компания стала развиваться, мы стали изучать рынок. И вот, в принципе, вот так все и произошло. Так. На самом деле, это не случайно все случилось. До того, как я занималась туризмом, мы сами что-то снимали, арендовали, и рынок недвижимости был не на лучшем, как сказать? Как бы так культурно сказать, Как культурно сказать, да. Он был не развит. Не развит. И очень было сложно найти недвижимость, которая мне нравится. И мы сами ходили, искали, очень было сложно, никто не перезванивал, никто ничего не предлагал. И у меня в голове зародилась идея, что а почему бы и не попробовать? И потом, через какое-то время, прошел год или два, появился Сергей с таким интересным предложением. И уже все сошлось. И все сошлось, да. И получается, сколько лет ты уже в недвижимости? В этом году будет 7-й год. В этом году, да, произошло много интересных событий. Одна компания у нас укрепилась из туризма, и вторая компания, мы расстались с партнером. И вторая компания, которая появилась, и я там основной учредитель и основатель, это компания Keystone. Она занимается премиальным сегментом. Вот, Да. это очень интересно. С этого момента давай поподробнее, потому что ведь рынок недвижимости Грузии вообще большой, но у тебя есть конкретный фокус не только именно здесь, в столице, но еще и на сегменте определенном. Почему премиальный сегмент? Откуда возник? На самом деле мы разделили. Одна группа занимается доступным жильем, называется компания Roomblum, а вторая уже Keystone. Здесь премиальный сегмент. Объясню, почему это все появилось у меня в голове. На самом деле мне очень нравится работать с интересными, с красивыми объектами. Мне очень нравятся красивые, успешные люди. А таких очень много в Тбилиси. Вот. Появляются периодически запросы, люди приезжают, у них есть деньги, и они хотят, а почему бы и нет, купить себе особняк, а в наличии нет ничего. Я стала этот сегмент развивать, мне он очень нравится, очень много предложений бывает именно по таким запросам. И у нас сейчас в портфеле достаточно интересные объекты, как дома, так и здания. Например, сейчас мы располагаемся в интересном здании, называется Ветцель 1905. Я зашла сюда, меня, конечно, дух захватывает, какие-то и пескари, какие-то... На самом деле мы находимся в особняке Ветцеля. Это немецкий меценат, бизнесмен. В то время, в начале 20 века, он переехал с семьей в Грузию, в Тбилиси. Обосновался вот в этом доме, он сам построил этот дом, поэтому называется сейчас это гастрохаус Ветцель 1905. Здесь был семейный особняк, здесь он жил с семьей. Сам этот бизнесмен открыл первую пивоварню в Тбилиси, в Грузии. По немецким технологиям изготавливают пиво, также они практиковали и грузинские рецепты, очень интересная личность была. Он также открыл недалеко от этого места, на Агмашинебеле, отель, интересный роскошный отель был, при отеле был театр, все приезжали, шиковали, останавливались. Вот. А потом
пришли большевики. И все сломалось. И все сломалось, да. После этого переехали уже люди вот в этот дом. Это он уже стал таким итальянским двориком. Пришло время, пришел бизнесмен, стал все скупать, все эти квартирки. И уже обосновал вот такое интересное пространство. Что это за роспись? Вот. Ее отреставрировали, ее не стали трогать. Вот сейчас мы можем дальше посмотреть эту роспись на других стенах. Ну, немножечко другой она отличается. В таком немецком стиле это все было сделано, ее сохранили. И мне это очень нравится, что все сохраняется, что ничего не переделывается. Вот все как, было, да, все так и осталось. Здание имеет исторический статус, тут нельзя ничего ломать, переделывать. Ну так, концептуально. И это хорошо, друзья. Да. Пойдемте повыше. Вообще, на самом деле, вот Тбилиска в старом городе, вот эта вся обшарпанность, она все равно имеет какой-то интересный колорит. Я очень люблю Тбилиси, что это все не ломается, а просто реставрируется. Сейчас это гастрохаус. Тут находится 7-8 ресторанов. Сегодня мы в испанском ресторане «Тиаго». А такие интересные объекты можно найти в Тбилиси. Можно обратиться к нам, и мы, в принципе, сможем предложить для рассмотрения, для инвестиций. Да, друзья, если вы ищете что-то такое уникальное для себя, уникальное в том смысле, что это может быть большое здание с историей, с каким-то интересным бэкграундом, в котором сейчас уже на сегодняшний день действуют какие-то арендаторы с понятными контрактами, с понятными доходностями, то вы обязательно обращайтесь, все контакты у нас будут в описании к этому видео, обращайтесь, и такой интересный объект обязательно подберем вам я или Эльвира со своей командой. И не только такой объект, у нас Да. есть и другие объекты, очень интересные дома. В портфеле есть интересные инвестиционные предложения, поэтому все зависит от желания наших клиентов. Ну вот, кстати, давай поговорим про клиентов. Кто твой как раз-таки клиент, да? То есть что это за люди, чего они ищут? Вот я услышала про сегмент, который ищет что-то интересное, уникальное для себя. Это, может быть, не всегда речь идет про инвестиции даже. В чистом виде, я имею в виду там про доходности и прочее. Просто для того, чтобы владеть, для того, чтобы дополнить свою коллекцию, да, условно говоря. А что насчет действительно инвестиций? Вот люди, которые приезжают сюда и вкладывают деньги, чтобы получать дивиденды, на что они могут рассчитывать в зависимости от сегмента, от объекта? Есть очень много интересных новостроек в разных районах. Опять-таки, когда они приезжают, у нас есть вопросник. Мы спрашиваем, что вы хотите, для чего вы хотите, по доходности также все спрашивают, какой доход мы будем получать в итоге. Это очень важный вопрос. А мы к этому вопросу очень так серьезно подошли, потому что есть очень много застройщиков, не половина, какая-то часть недобросовестные застройщики, я думаю, что в Батуми тоже такие есть, которые не вовремя сдают и подводят в сроках. Есть такие, мы с ними не работаем. Есть застройщики, которые вовремя сдают свои объекты, все наши клиенты счастливы, доход примерно сейчас где-то варьируется около 12-15%. От сдачи в аренду в краткосрок или в долгосрок? Долгосрок. Долгосрок. До 15% на долгосрок – это, на мой взгляд, довольно высокий показатель, и это по году, да, то есть, в общем-то, не варьируется, в среднем по году. Если в Европе сейчас доходность составляет около 5%. Хорошо, Если, да, то в Тбилиси еще можно найти объекты и вложить в долгосрочную инвестицию, и в долгосрочную, даже где-то на 2 года, и этот доход будет варьироваться от 10 до 12, иногда до 15. Раньше, конечно, доходность была больше, но сейчас такое время. Да, интересно. Мы с тобой за кадром начали этот разговор о том, что мы практики, мы не теоретики в недвижимости, и ты, и я, мы обе занимаемся инвестициями, сами покупаем недвижимость, и, кстати, наверное, я даже ошибалась, были такие моменты, когда, да. Расскажи поподробнее о своем личном пути приобретения инвестиций в недвижимость и о каких-то фейлах тоже, я думаю, будет очень интересно послушать. На самом деле, я человек чувств. Мне надо прочувствовать. Если я чувствую, что этот объект мне нравится, я его люблю, то тогда этот объект
будет нравиться всем моим потенциальным клиентам. Я с легкостью, с радостью, с любовью продам. Я все делаю с любовью. Самое главное, друзья, если вы Да. делаете свое дело с любовью, у вас тоже все получится. Был один застройщик, это был его первый проект. Я поверила в них. Я продала 14 квартир в этом месте и сама приобрела и своей маме, и себе приобрела. Мы живем в одном дворе. Для меня это было важно, чтобы было наличие школы рядом, чтобы было чем дышать. А рядышком, около там, где я живу, есть этнографический музей, озеро, Черепашье озеро рядом. У меня есть хобби, я хожу на пробежку через день. Вот сейчас реже, конечно, надо все восстановить, поэтому для меня вот какие-то аспекты, они очень важны. Поэтому, выбирая для клиента недвижимость, мы сначала изучаем клиента, спрашиваем, что он хочет, для чего тебе нужно. Если просто инвестиция, тогда мы предлагаем инвестиционные объекты. Если, например, для жилья, естественно, привязка к школе, или, я не знаю, для него очень, например, важно, чтобы горы были рядом, и такие тоже есть объекты. Поэтому все зависит от желаний и потребностей клиента, от запроса клиента. Да. Итак, верну тебя несколько Возвращай, на потому что я полшага иногда назад. Да. Что ты купила здесь первое? Вот ты начала с застройщика, в которого ты поверила. То есть, насколько я понимаю, там все произошло удачно. Там все произошло удачно, мы там живем. До Моя сих пор, мама да? живет, Супер. да, мы купили себе, мы все рады, и все мои знакомые, друзья там живут, мы все дружим. Иногда просто я пропадаю вечерами, и муж говорит, где ты? Я говорю, у друзей в этом подъезде, в другом подъезде, потому что вот такая у нас дружная семья в нашем доме. Был такой случай, когда я поняла, что нужно инвестировать, чтобы я могла прочувствовать на себе, какую доходность получу, что будет получать там, например, на моих кейсах, да, клиент и так далее. Я зашла в одну компанию на Новый год, это было перед Новым годом, зашла поздравить начальника отдела продаж. Так случилось, что он меня разговорил и продал 29 декабря одну квартиру, 88 квадратных метров. 30 декабря он мне продает еще одну квартиру. Все это беру в рассрочку, вкладываю минимальные суммы, продаю одну из квартир в феврале, заработав $20 000 на одной квартире. А вторая квартира, она немножечко зависла на 9 месяцев. Я сделала ошибку. Если для инвестиций, естественно, я всем своим клиентам рекомендую покупать маленькую площадь. 2 квартирки, 3 квартиры, но так, чтобы они были маленькие, чтобы это быстро окупалось, быстро продавалось. Если вы работаете на короткий срок. Если в долгую, будьте добры ждать. Придет час. Конечно, мне это все нужно было быстро делать и сразу, и мы подзависли практически на год, потому что я купила большую площадь, сработали эмоции, квартира красивая, с 3 спальнями. Еще перед Новым годом, да, перед такой. Новым годом, думаю, гулять так гулять, да. Если мы до этого на рассрочке быстро, да, продали, и ты не вкладывала всю сумму, то здесь уже пришлось ее выкупать и продавать. Поэтому вот такая была моя ошибка. Но по итогу все закончилось все равно благополучно, в да, любом слава случае, богу. хэппи-энд, Да. я заработала приличную сумму, но просто это было в долгую. Застройщик закончил? Я уже купила эти квартиры, когда застройщик закончил. У них на была финиш. новогодняя акция на финише, да. Ну, слава богу, я уже думала, мы сейчас услышим историю про то, как ты вложила, и все пошло не так. На самом деле, если вы сюда зайдете в пятницу или в субботу, тут такие интересные творческие вечера проводят, да, живая музыка, бенды. Из-за того, что это старое здание, нет лифта, но с другой стороны есть вот в этом ценность. Посмотрите, какая старая печь у нас. Какая прелесть, боже, это ведь такой колорит вообще потрясающий. Здесь Владелец этого здания все сохранил. роскошно, я прочитать уже, наверное, не могу, но Союз, Артель и что-то там еще. Здесь расположен еще один бар, правильно? Просто сейчас Здесь, он да, он закрыт, не работает, все да. работает по вечерам. то есть сейчас просто неурочный час. Давайте я Вообще это покажу. все работает, но мы немного рано пришли, а вечером здесь все наполняется атмосферой гостеприимства, радости и удовольствия. Было еще несколько вложений, когда я вкладывала во вторичку. Как раз-таки в этом районе я вложилась. Мне показалось, что я очень хочу иметь старую квартиру, старую тбилисскую квартиру.
с роскошными балкончиками. Вот, я вложилась, мне очень хотелось что-то создать, но не сложилось, я просто продала, потому что соседи не хотели ничего ремонтировать, чинить, а для меня это все было некрасиво, и я его быстро продала, но тем не менее всегда на выходе я зарабатывала деньги. Да. Супер, вот это самое главное. Вот, кстати говоря, у меня есть тоже такая фантазия романтическая. Я очень тебя понимаю, когда ты говоришь про то, что хочется иметь в старом центре. У меня есть такая же фантазия и про Тбилиси, и про Батуми. Есть там у меня любимая улица. Я тоже хочу старую квартиру в старом фонде. И тоже для себя понимаю, что если заходить в такой проект, надо сразу ремонтировать все вместе с парадной. То есть кроме коммуникации внутри квартиры, еще и вот все вокруг. Но мой совет еще в первую очередь нужно знакомиться с соседями. Вот, это ключевой совет. Если я во думаю. дворе чисто, красиво, значит и у соседей все хорошо. Вот. В первую очередь надо знакомиться с соседями. Да. Если соседи поддерживают и предлагают помощь взаимовыгодную, тогда это все срастется. Окей, я услышала, взяла с собой, унесу из этого интервью этот совет точно, абсолютно. Я вообще считаю, что Чебурети, он такой недооцененный район. Тут очень много интересных исторических зданий. Очень ценят французы, американцы. Активно покупают тут недвижимость. Да, это старый фонд, да, там есть трудности, но тем не менее, мне кажется, вот такого колорита в новостройках ты не прочувствуешь такой колорит, как в старом фонде. 100%. Да, и надо сказать, я бы отдала должное и качеству этого строительства, потому что даже толщина стен здесь такая, что, ну, представьте, он 100 лет стоит, ничего ему не сделать. 120 лет да. этому дому, на Да. самом деле. Про вторичную и первичную недвижимость мы сейчас с тобой заговорили. Где ты для себя в итоге по опыту вложений вот этих видишь большую доходность, выше какие-то более привлекательные условия для покупателей? И что больше и лучше продается сейчас? Вот как на твой взгляд? Я могу, опять-таки, на своих примерах рассказать. К примеру, компании могут продавать 10 квартир в месяц, 10-15 квартир. Я могу продать один особняк за 1,5 миллиона, и доходность будет такая же, как от продажи от 10-15 квартир. Я не про доходность бизнеса риэлторского, да, нашего с тобой, я про доходность по этим объектам, вот для конечных покупателей, для инвесторов. Это Вот. про мою доходность. Про твою доходность. Это больше про Это мы мою давай не будем доходность, никому да, рассказывать. Это больше про мою доходность, что кто-то делает много усилий и продает там 10-20 квартир, а я один особняк продаю, и у меня все хорошо с доходностью, и усилий меньше. Это понимаешь? супер, это я отлично понимаю, да, прекрасно тебя понимаю. Я здесь как раз, ну, скорее хочу ответить на вопросы вот людей, которые ищут здесь что-то для инвестиций. Вот твоя экспертная оценка, что лучше приносит сейчас, какие, да, коэффициенты заложены в первичном или во вторичном рынке? Условно, на Естественно, котловане или первичный. квартира, да, там? Да. На самом деле зависит опять-таки от ситуации. Если человек говорит, я хочу купить вторичное жилье, я не хочу связываться с ремонтом, и мы ему помогаем покупать вторичное жилье, потому что он сразу сдает и получает доход. Если человек говорит, у меня есть время, месяц, год-два, я вкладываю, и через какое-то время я хочу получить доход, естественно, он получает доход. Мы не только помогаем ему приобрести жилье, мы дальше и продаем, и делаем ремонты, и сдаем. Вот это тоже важно, это буквально мой следующий вопрос. Ведь ремонты — это же практически больная тема, мне кажется, во всем мире, не только в Грузии. А в Грузии тоже мы с этим сталкиваемся и по нашему рынку. Помогаете ли вы с ремонтом, и как вообще здесь тебе удалось этот процесс организовать? Из 20 бригад мы нашли только 2 адекватные бригады, кого мы можем порекомендовать, но мы не берем в любом случае гарантию. Мы просто рекомендуем нашим покупателям, что вы можете пообщаться, а там уже дело энергии. Если нравится, если они сойдутся на всех условиях, тогда они могут уже работать. По опыту Все довольны? Все довольны, да. Супер, отлично. Есть какие-то кейсы, но все можно исправить, поэтому были моменты, когда мы не знали рынка, как это все вообще существует с ремонтом. Мы же все прорабатывали на себе. Всегда методом перебора, это правда. Да, Ага. поэтому сейчас вот можем с уверенностью порекомендовать несколько бригад, которые все сделают, и все будет прекрасно.
Вот, друзья, если вы хотите приобрести квартиру даже, может быть, в старом фонде в Тбилиси, в столице Грузии, то вы тоже можете обращаться к Эльвире, и полное сопровождение получите не только касательно покупки или продажи, но и касательно ремонта вашей квартиры. И сдачи в аренду, правильно? Сдачи То есть в аренду, и арендаторов да. вы тоже находите. Совершенно верно. Прекрасно. На самом деле у нас, можно так сказать, когда к нам приходит клиент, и у него боль, как чужая страна, я ничего не знаю. Мы начинаем его консультировать, рассказывать. После этого он не просто получил одну услугу, купил квартиру. После этого мы ему помогаем с ВНЖ, мы помогаем приобрести ВНЖ, консультируем. Либо, если хотят, там, я не знаю, юридическую какую-то помощь, у нас тоже есть партнеры, с кем мы работаем, мы тоже можем порекомендовать, потому что это не единичный случай, у нас это постоянно практикуется. Ну вот мне очень нравится, конечно, этот подход, потому что ровно то, что мы тоже Клиент себя приходит, у нас пропагандируем. вот просто полный, можно так сказать, консьерж. Клиент пришел, сегодня арендовал, завтра мы ему VIP заказываем, VIP-проход, послезавтра там, покупаем куда-то в театр, в закрытую, там, я не знаю, столики заказываем в ресторане. Поэтому у нас вот много разных запросов, и это не просто игра в одни ворота. Люди потом нас начинают рекомендовать, так и обрастаем интересными клиентами. И знакомствами, да, это знакомствами. действительно потрясающе, что у тебя вообще бизнес сложился из туризма в том числе, потому что я как раз хотела это прокомментировать, что получается, что клиент у тебя сегодня обратился по запросу «хочу купить недвижимость», приехал, получил полный тур, да, как бы какой-то фулл-пакет по развлечениям, не только там, где деньги потратить, где подписать контракт, да, но еще и полный такой сервис для того, чтобы действительно вдохновиться, вот, особенно если это первый раз в Грузии, это вообще просто безотказно работает, у меня тоже были такие кейсы. Когда мы рассказываем, где школа, куда ходить, в какой ресторан ходить, с кем общаться там, где какое комьюнити, это полную консультацию получают, поэтому мы открыты, приходите в гости. У нас недавно был очень интересный кейс, пришел француз, он живет тут около 15 лет, жена у него китаянка, мы ему все показали, рассказали, он хотел интересный объект, который находится в центре, и показали один объект, на который сказали, что никогда в жизни он за такие деньги вы не продадите за такие деньги. Но это не про нас, мы ему все показали, и он купил. Это была наша с вами партнерская сделка, прекрасная, да, сумма была достаточно высокая, за 840 тысяч мы продали эту квартиру. Вот, такие случаи тоже бывают. Достаточно приятные. Да, на самом деле, друзья, мы действительно очень любим необычные кейсы, необычные задачи, и чем амбициознее цель, да, тем больше у нас энергии и творческого задора для того, чтобы ее решить. Это же с ним была история о том, что он вообще удивился, что мы едва ли не единственные, кто трубки взяли вообще и отвечали на запрос. Да, да. кстати, То есть первое, чем мы зацепили, когда он позвонил к нам в агентство, как раз-таки к нам, он попал на наши контакты, и, в общем-то, откуда партнерская сделка-то срослась, он позвонил нам, и мы ответили. Дальше начался подбор, уже партнерство, сотрудничество по этому кейсу с Эльвирой. И вот, в общем-то, я думаю, что это во многом, то есть именно такая профессиональная работа на каждом этапе, она и определила в итоге успех этой сделки, потому что, ну, с кем в общем-то, живя практически рядом, да, с этим объектом, он что-то пытался там как-то что-то сам каким-то поиском заниматься, и просто, ну, видимо, чуть-чуть раньше бы, если бы он попал на тебя напрямую, да, наверное, была бы сделка не партнерская, а личная бы у компании Keystone. Но так уж сложилось, да, что получилось вот таким образом. Вот, так что спасибо тебе большое, правда, доработали прекрасно, да, роскошная партнерская сделка. В чем уникальность грузинского рынка недвижимости и тбилисского в частности, что здесь действительно можно найти большой ассортимент различных объектов, которые будут носить совершенно разный характер. Что-то будет в старом грузинском стиле, что-то будет в абсолютно модерновом, современном, в хай-тек. Что хотите, вот на любой вкус здесь можно подобрать под свои задачи какой-то интересный, уникальный, оригинальнейший объект, который, ну вот фактически такого не будет ни у кого, будет только у вас. Вот такая терраса. Летом, конечно, тут очень интересно. Невероятно. Да. Невероятно. Можно было бы обойти, вот, чтобы видеть этот кинотеатр. Ну, прелесть Вот у нас же.
полный восторг. Пахнет шашлыком. Мой аппетит и фантазия уже просто на пике своей активности. Хочется этим всем владеть просто вот прям сразу. Желательно шашлыком. Желательно, да, начнем с шашлыка, а потом и всем зданиям. А мы с тобой не поговорили про хобби, что мы любим. Да. Помимо, да. Расскажи, вот здесь расскажи, что у тебя за хобби такое? Ну, Хобби поделись. покупать квартиры. Я прихожу на объект и понимаю, что я хочу купить квартиру, я хочу тут жить. Потому что мои родственники прилетали и жили в этом месте. Я люблю ходить пешком, я люблю хайкинг, я люблю интересных людей. Я в этом году осуществила свою мечту. Я поехала к Полунину на Желтую мельницу во Францию. Я жила там 4 дня, мы с ним общались, с его семьей. Я хочу, чтобы вот такие интересные туры сбывались, были чаще у меня, такие интересные события. Подружки мне сделали подарок на день рождения. Я ездила в Будапешт на концерт Imagine Dragons. Нет, О! Imagine Dragons здесь был, Да. а там был Coldplay. Вот. Кстати, да, они приезжают классно. в Дубай в этом вот Да, в январе Coldplay, буквально. да. На следующий год мы опять едем на мой день рождения, на другой концерт. Вот уже скоро, на следующий год, да. Скоро год подходит к концу. Вот у меня вот такие туры путешествовать, такие увлечения путешествовать, наслаждаться природой, общаться с интересными людьми. И покупать И покупать недвижимость. недвижимость. Нас много объединяет, правда, Эльвир? В принципе, мне кажется, такой нормальный набор ценностный, которого я бы всем пожелала. Друзья, вот если вы разделяете наши интересы, то, конечно, приезжайте в Грузию и получайте удовольствие вместе с нами. Про хобби, кстати, вкладывать в недвижимость я тебя вообще отлично понимаю, потому что это затягивает, это вот попробуешь раз, что-то купил, получилось, перепродал или оставил себе, и потом хочется больше, 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 так что это да, прям... Что планируешь сейчас покупать? Есть уже какая-то новая цель? Есть, да. Какая? Я хочу в Оке купить одну квартиру, новый проект. Сейчас будет пресейл. Вот как он только появится, я вам об этом сообщу, потому что очень будет интересный, перспективный объект на рост цены, и это очень быстро оправдается, и рост будет колоссальный. Прям буквально через 3-4 месяца мы увидим уже доходность в размере, наверное, 8%. Через 3 месяца. А спустя год, я Считайте думаю, сами, что, да. считайте сами. Отлично, ждем с нетерпением нового проекта на Оке. Как вообще обстоит у тебя дело с кадрами? Это всегда очень сложно, но всегда интересно. Как ты решила эти задачи, учитывая, что у тебя не один бизнес, а, да, можно сказать, там 3, да? Правильно я понимаю? 3 каких-то ключевых направления Да, сейчас. да. Вот как ты подбираешь команду? Очень сложно найти кадры. В основном у нас работают экспаты, которые изучают грузинский язык и говорят на грузинском языке. Работают грузиноговорящие менеджеры. Они с нами уже 4-й год работают. Вот, поэтому как-то нету таких сложностей, чтобы у нас были сложности, я не припоминаю. Поэтому сложно найти людей, особенно селзов, которые там встали, пошли, там, продали и так далее. Дело времени. Ищем, находимся, до сих пор находимся в поиске интересных. Но потом приходят и закрепляются, правильно я понимаю? Закрепляются, Остаются с тобой. да. Такой текучки нет. У нас была какое-то время текучка, когда вот начались эти все события, команда разрослась, а после этого уже стало меньше работы, люди разбрелись, иногда кто-то там перерос, открыл свой бизнес, почему бы и нет. Но я люблю, когда люди приходят и говорят там, я хочу обосновать или открыть свое агентство. Мы до сих пор есть такие девочки, которые работали вместе со мной, и они пришли, честно сказали, что они уже готовы открыть свой бизнес, и мы до сих пор с ними коллаборируемся, работаем. Есть и такие, да. Это супер, такие кейсы есть. А вот грузиноговорящие менеджеры, то есть это грузинские ребята вообще, в принципе, как бы местные жители? Местные жители, да, местные жители. Супер, тоже есть. Это для меня тоже очень ценно, очень важно, когда приезжают люди, экспаты, да, из других стран, открывают свой бизнес и привлекают в том числе грузин в своей команды. Мне кажется, без этого вообще невозможно просто строить здесь дело. Окей, буквально еще пара вопросов по бизнесу. Вот про людей мы заговорили.
Во многом ведь подбор команды на ценностях, на твоих личных, да, основывается. Ты притягиваешь всегда 100% людей к себе сообразно и согласно своим каким-то внутренним характеристикам, да. И вот какие ценности ты видишь главными вообще в жизни и в бизнесе? Я очень люблю то, что я делаю. Это туризм, ивенты, там я раскрываюсь творчески. Люблю недвижимость, потому что это все такое интересное. Ты встречаешь новых людей, ты удовлетворяешь их запросы. Они живут в доме, который ты подобрал. Они тебя вспоминают, благодарят. И это очень классно, когда у людей появилось свое жилье, которое они любят, где они создают свою семью. Поэтому для меня очень важно, чтобы сотрудники были ответственные, любили свое дело, были преданы своему делу, чтобы они это делали не просто с благодарностью, именно чтобы поступками, да, своими делами доказывали, что любят свое дело. Да, супер, супер, я согласна. Это два, мне кажется, таких главных базовых вообще фактора, когда ты любишь свое дело и делаешь его хорошо. Вот, честность. Потому что на честности основывается и партнерство, и сотрудничество, любая работа и любые отношения вообще в целом. Может быть, с честности надо было начать, но для меня ответственность все-таки очень важна. Я думаю, что эти вещи, они одно без другого, да, практически это верно, невозможно. Да. Действительно, очень много компаний переезжает сюда, релоцируются, как-то находят для себя здесь комфортную налоговую нагрузку и прочие условия. Есть ли какие-то услуги для бизнеса? Есть услуги, да, есть услуги. Мы предоставим, в основном это спрашивают коммерческую аренду на долгосрочный срок. Мы столкнулись с тем, что клиенты спрашивали у нас найти, например, 2000 квадратных метров класса А+. Была проблема, но прошло 2 года, и уже вот сейчас выстроились несколько зданий класса А+. Мы клиентам это все предлагаем, и, в принципе, все хорошо с этим, с коммерцией. Есть также много коммерции на продажу, уже с арендаторами, поэтому очень хорошее, интересное инвестиционное предложение. Рубрика, в которой у нас записывается сегодняшнее интервью, она про женский бизнес. У нас есть уже серия видеороликов. Друзья, вот сейчас где-то здесь появятся подсказочки. Обязательно перейдите, посмотрите. Потрясающие истории выходят в этой рубрике на нашем канале. Бизнесы, которые строят женщины, они всегда имеют какой-то определенный характер. Как-то по-особенному мы относимся к своему делу. Вот расскажи, может быть, со своей стороны, с чем ты столкнулась, тем более не в родной стране, может быть, с какими-то трудностями или наоборот, с поддержкой, которую ты даже не ожидала получить, вот именно как женщина. Конечно же, когда я переехала из мегаполиса, из Москвы, мне было очень сложно, потому что я никого не знала, кроме моих грузинских родственников. Но потом все как-то завертелось, с одним познакомилась. Этот человек меня познакомил с другими, кого-то посоветовал. Все началось с туризма. И когда уже основалась компания туристическая, мне было уже проще, потому что знала людей, места, отели. И все вот так стало развиваться. Вначале, естественно, когда ты не знаешь людей, все очень сложно, потому что ты не понимаешь менталитета. Но из-за того, что я родилась в Ташкенте, менталитет у нас схож с грузинами. И мне было очень легко адаптироваться. Родственники мои грузинские, спасибо вам большое, они мне помогли адаптироваться. Моя свекровь, Царствие Небесное, она журналистка, очень интересная женщина. Мой муж родился в семье журналистов. Там, где, например, сейчас Тамбо, они работали, раньше там это была типография, они там работали. У меня была, конечно, мечта привести ее в эту типографию, показать, как она выглядит, но вот не успели. Вот. Я думаю, она с нами, она все видит. Да. Вот. Поэтому у меня вот, я очень коммуникабельный человек, мне очень легко с людьми сходиться, поэтому таких вот прям сложностей не было. Сложность была языка, но она быстро решалась за счет того, что я знала английский язык. Поэтому вот так, чтобы вот сложность была, наверное, нет. Были сложности в туристическом сегменте, когда у тебя все готово, ужин готов,
а водитель просто захотел к своей тете в Кахетию завезти. А ты сидишь на ужине, ждешь, понимаешь, да? Ты сидишь, ждешь, у тебя все накрыто, а где вы, ты спрашиваешь, он говорит, а я к тете в Кахетию завез. И они там просто сидят, гуляют. Вот такие сложности. У них свое застолье. Но это больше эмоциональные сложности. Либо сейчас мне это очень нравится, когда ты приходишь показывать квартиру, вторичку, и тебе накрывают стол и устраивают грузинское застолье. Мне это очень нравится, меня это забавляет. Вот иногда такие тоже моменты бывают, когда тебе рассказывают историю, вместе ты обедаешь, рассказывают, как этот дом, да, был построен, из чего. Нравится мне это все. Очень здорово. Вообще во всем, что ты рассказываешь, я действительно слышу очень много любви и теплоты. Вот, наверное, когда... Ведь однажды одна умная женщина, наша знакомая, сказала потрясающую вещь. Она сказала это про Батуми, но я думаю, что это применительно ко всей Грузии, что вот если ты влюбляешься в Батуми по-настоящему, то он обязательно ответит тебе взаимностью. И вот я думаю, что про Грузию можно так сказать. Если Так же и случилось в Тбилиси, да. Я очень полюбила Тбилиси. Тбилиси меня тоже очень сильно любит. Принял, да, как родную. Здорово. Первый кинотеатр, который появился в Тбилиси. Его сейчас, по-моему, тоже выкупили, очень интересно. Тоже отреставрировали, да. Я думаю, скоро у этого кинотеатра тоже будет своя жизнь. И мы все очень ждем. Да. Потому что объект невероятно красивый. Посмотрите. Ну, в принципе, ты про менталитет уже упомянула, что довольно легко было, потому что ты сама из южной страны, легко там тепло, было адаптироваться, да. Но у меня, например, менталитет с мужем совершенно разный. Мой муж делает очень все медленно, очень тихо. А я могу, там, я не знаю, за 10 минут помыть полы, убрать все, приготовить, и все, и я готова. А у мужа все очень медленно, размеренно. Он сам из Эмерети. Он родился в Тбилиси, но мы все знаем, да, там, где родились его прапрабабушки и дедушки, считается, что вот он из Эмерети, да. Муж мой биохимик, но работает сейчас в инвестициях, вот, поэтому такой муж у меня очень достаточно интересный, харизматичный мужчина. Я очень надеюсь, что мы познакомимся, будем иметь такое удовольствие. Не в менталитетах, мы очень разные по характеру, да, но, наверное, этим самым мы балансируем друг друга. Здорово. В принципе, в Грузии же все немножко размеренно, все совершенно другим чередом течет, но при этом парадоксальная вещь, что все двигается, развивается, и, ну, дай бог, чтобы так и было дальше в Грузии. Кстати, по поводу развития, я очень радуюсь, когда появляется много интересных ресторанов, заведений, кафе. Вот сейчас мне коллеги рассказали, что недалеко от этой локации реставрировали театр, вот, и нужно сходить посмотреть. Обязательно, обязательно. Вообще за кадром мы столько узнали интересного, что я просто уже планирую поездку в Тбилиси какую-то подольше, чем буквально там 2 дня, для того, чтобы как-то окунуться в эту культурную жизнь, друзья. И вас, конечно, пользуясь случаем, тоже обязательно приглашаю в столицу Грузии не только покупать здесь недвижимость, вкладывать сюда свои инвестиции, но и обогащаться культурно, душевно и гастрономически. Это тоже в обязательном порядке. Во-первых, я благодарю тебя, Эльвира, за то, что сегодня такое прекрасное интервью мы с тобой записали. Спасибо тебе. Наших подписчиков и зрителей я, как всегда, призываю подписаться на все наши каналы, на все наши площадки, в том числе в телеграм-канал, один из которых, кстати говоря, посвящен недвижимости Тбилиси. И там в том числе будут появляться объекты из портфолио агентства Эльвиры. Так что, друзья мои, обязательно подписывайтесь, рекомендуйте нас друзьям. Ну и, как всегда, до встречи в Грузии. А если вы купите недвижимость через нас, мы вам подарим сертификат в СПА, самый лучший СПА в отеле «Параграф». Промокод GPI для того, чтобы получить этот приятный бонус. У нас новогодние праздники впереди. В преддверии Нового года. Да, это будет как нельзя актуально для того, чтобы спланировать сюда свой отдых, приобрести недвижимость и получить приятный отдых в отеле «Параграф».